Не так давно, пока границы еще были открыты и люди ходили без масок, побывал я в столице соседней Латвии, маленькой тихой Риге. Настолько маленькой, что в Минск их влезло бы штук 5. Про приключения я рассказывать, конечно же, не буду. Но зашли мы, значится, в англиканский храм. Шла служба, все слушали солидную женщину-священницу, а в уголке уже были заготовлены красивые чашечки и блюдца для совместной трапезы. Возможно, кто-то скажет, что я должен был возмутиться и устроить погром. Как так-то? Женщина в алтаре, да еще и священница. Ужас! Но то ли в храме была своя атмосфера, то ли я безнадежно испорчен вашими интернетами, ничего кроме спокойного любопытства я не испытывал. Идеей о том, что женщина должна обладать всеми правами и свободами наравне с мужчиной, никого сегодня не удивишь. Скорее наоборот. Но 2000 лет назад, когда наш мир был полон античности, а про христианство никто особо не слышал, все было по-другому. Для наших предков женщина, за редким исключением, это существо не самостоятельное, прямо как ребенок. Она делает то, что ей скажет хозяин дома. Обычно это муж, отец или брат. Но священник должен уметь брать на себя ответственность и работать на благо своих прихожан, а не каких-то там третьих лиц. Поэтому сама идея поставить женщину во главу общины очень и очень долго никому не приходила в голову. И дело тут не в том, что у кого находится в штанах, а в том, как устроено общество. 20 век подарил нам много всего прекрасного, в том числе и уравнение социальных ролей. И если до этого вопрос о женском священстве не только не обсуждался, а не был даже сформулирован в богословии, то процессы последних десятилетий открыли перед нами новую проблему, для того, чтобы решить которую никто не знает, на какой козе нужно подъехать. Вот казалось бы, пускай соберутся богословы, устроят чисто богословский холивар, замутят пару-тройку научно-практических конференций и симпозиумов, помолятся в конце концов и дадут нам спокойный, взвешенный и аргументированный ответ на тему «быть или не быть женщине-священником» и почему. Но все не так просто. Дело в том, что вокруг темы женского священства вращается слишком много эмоций, борьбы и лозунгов, которые убивают любую дискуссию. Ну вот жила себе девчонка, радовалась и, по правде говоря, в храм особо не ходила. Но тут ей говорят: а вот знаешь, православные тебя не считают за человека. Священникам быть не дают. Даже в алтарь и то не пускают. Какова вероятность того, что девушка воспримет эти слова близко к сердцу? Возможно, еще одним оголенным нервом, болью реагирующим на острую тему, в мире станет больше. Или другой пример. Решит старенький преподаватель провинциальной семинарии написать статью о женском священстве. А почему нет? А почему да? Какие есть аргументы? Что из этого следует? Кто виноват? И что нам делать дальше? Вангую, что как только он выложит свой текст, если, конечно же, отважится, сразу налетят всякие охранители, блюстители традиций и прочие любители старины, которым не нужна дискуссия. Они уже все решили. Поэтому профессора могут показательно запинать, чтобы другим неповадно было соваться в запрещенную тему. Получается, что вроде как проблема женского священства есть, но, во-первых, нам сложно адекватно оценить ее остроту именно для членов церкви, а не для всего общества. Во-вторых, любая дискуссия по этому вопросу осложняется нездоровым интересом и лишними эмоциями, которые размывают реальные аргументы. Когда я писал сценарий к этому ролику, то с удивлением обнаружил, что строго богословских аргументов за или против женского священства у нас нет. Причина, как мы уже выяснили, в том, что исторически не было необходимости заниматься абстрактными вопросами. Поэтому найти готовые ответы в святоотеческом учении едва ли возможно. Остается набивать шишки и думать своей головой. Пока что богословы только начинают эту дискуссию, пробуют на вкус различные аргументы и ищут их сильные и слабые стороны. Но до большой драки дело еще не дошло. Например, один из самых популярных аргументов против женского священства – это то, что Христос был мужчиной. А священник, как мы знаем, это икона Христа. Значит, и он тоже должен быть мужчиной. Звучит вроде бы красиво и логично, но дело в том, что у Христа, как и у любого из нас, много идентичностей. Христос не только мужчина, но и еще, например, еврей. Значит ли это, что все священники должны быть евреями? Христос не был женат. Может ли семейный человек, как я, например, быть его образом и священником? А еще Христос был пилигримом, лично свободным, но не имеющим гражданства жителем Римской империи. Могут ли обладатели иных паспортов и статусов быть священниками?
Получается, что изначальный тезис о том, что Христос был мужчиной, а значит только мужчины могут служить, не очевиден. Для того, чтобы докопаться до сути этого аргумента, нам нужно заново поднять такую гигантскую тему, как понимание пола в христианстве. А заодно ответить на вопрос, есть ли связь между священством и полом, и если да, то в чем она выражается. Но проблема в том, что православная антропология была изложена в византийскую эпоху в древнегреческих философских категориях, и она непонятна современному миру. Поэтому по-хорошему, бонусом, нам нужна нормальная герменевтика. Ну то есть объяснение текстов, изначальный смысл которых не ясен из-за другого культурного бэкграунда. Вот это уже серьезная богословская работа. Правда, для того, чтобы качественно перевести корпус христианских текстов с одного философского языка на другой, понадобится не один десяток лет кропотливой работы, потому что тема сложная, специалистов мало, плюс нужна проверка временем и нормальная общественная дискуссия, чтобы на выходе мы не получили какую-то принципиально новую версию христианства. Но поскольку этой работы пока еще не сделано, современная дискуссия по многим богословским вопросам, не только по теме женского священства, находится на достаточно поверхностном уровне. Просто потому, что решать вызовы современного мира, используя систему координат древнегреческой философии, которую мы на самом деле не понимаем, и каждый раз пытаемся впихнуть в прокрустово ложе наших культурных кодов, так себе метод. Представьте, что вы купили старый дом и, поднимаясь на чердак, ударились головой о балку. Предназначение этой штуковины нам пока что непонятно. Возможно, она тут торчит из-за криворукости строителей, и ее надо спилить. Однако не исключено, что на балке держится крыша. Примерно так же обстоят дела и с женским священством. С одной стороны, вроде бы серьезных богословских причин не вводить его нету. А с другой, изменяя принципы рукоположения настолько серьезно, мы рискуем разрушить больше, чем предполагаем изначально. Проблема. Отсюда простой вывод. Никто ничего в церкви, по крайней мере сейчас, радикально менять не собирается. Как минимум до тех пор, пока тема не будет изучена досконально. Поэтому welcome обсуждать. Только без лозунгов. Вообще есть мнение, что проблема женского священства на самом деле коренится в другой проблеме. И если эту вторую проблему решить, то и с женским священством разбираться не придется, так как вопрос исчезнет сам собой. Все дело в клерикализации. Смотрите, сегодня в нашей церкви практически все активности делают священники, а мирянам по большей части остается роль пассивных зрителей. Если ты хочешь послужить церкви, и тебе повезло родиться мужчиной, то будем считать, что все отлично, потому что дорога в священство для тебя открыта. Рукополагайся и твори на здоровье. Но что делать, если ты женщина? Даже если у тебя 2 высших образования и докторское по богословию, найти себя в церкви тебе будет гораздо сложнее. Противники женского священства справедливо апеллируют к церковной истории, указывая на то, что раньше никаких женщин-священниц не было. Хорошо. Принимается. Но в древней церкви, помимо наших сегодняшних классических 3 степеней священства, это диакон, пресвитер и епископ, существовало еще множество других видов служения, в которых каждый мог найти себя. Где все эти миссионеры, пророки, дидασκалы и, как вишенка на торте, диаконисы. Отдельный тип служения доступный только для женщин. Их нет. Возможно, запрос на женское священство на самом деле не связан с желанием служить у престола. Что если корень проблемы в том, что в современной церкви почти нет места для активных женщин? Как обычно, тут есть 2 пути. Начнем с протестантов. Некоторые из них, решая проблему вынужденной пассивности прихожан, пошли по пути расширения клерикализации, сделав ее инклюзивной. Дескать, а давайте клириками сделаем еще и женщин. А давайте второбрачные тоже будут священниками. Кто еще у нас там остался? Рукоположим всех. Правда, если все станут священниками, то не совсем понятно, зачем тогда вообще нужен институт священства. Не проще ли его отменить? Но есть и второй, более сложный путь. Это деконструкция клерикализации. Когда мы говорим, что да, есть диаконы, епископы и пресвитеры. Этого никто не отменяет. Но параллельно мы возрождаем и другие виды церковного служения, в том числе и чисто женские, которые будут цениться не меньше, чем служение священников. Насколько я понимаю, по этому пути пошли католики, которые, с одной стороны, оставили жесткую клерикальную иерархию, а с другой, у них есть обилие орденов, куда можно примкнуть, будучи мирянином. Склонен к проповеди – иди к доминиканцам, упорный молитвенник – бенедиктинцы.
Видишь свою жизнь в помощи нищим? Францисканцы. Хочешь работать с молодежью? Салезианцы ждут тебя. Господь наделил нас разными талантами. Так почему бы не развивать их? Понятно, что нельзя просто так взять и перенести католическую орденскую систему, которая складывалась веками, в православие. Но речь-то идет об идее. Лично я думаю, что в конечном итоге наша церковь изберет второй путь. Но для того, чтобы достойно по нему пройти, нужны десятилетия кропотливой работы, причем с обеих сторон. Когда и священники сами идут навстречу пастве, передавая им часть своих полномочий, а с другой стороны, критически важна высокая сознательность среди прихожан, с чем тоже у нас есть много проблем. Пишите в комментариях, что думаете по Сабжу. Ролик получился сложный, знаю. Спасибо моему админскому чатику, с которым мы переругались, когда обсуждали, что должно в него войти, потому что за кадром осталось еще очень много. Спасибо Маргарите Филатовой за бесценную идею с клерикализацией. И спасибо вам, всем тем, кто смотрит и поддерживает ролики на Бусти. Ссылка в описании. А на сегодня все. До скорого!